Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. Мало, каюсь, мы рассказывали о вытяжках, и этим видео исправляемся. Звезда этого видео — вертикальная вытяжка Elecor Rubin Ceramics S4. Я не зря добавил немного пафоса, назвав ее звездой. Тут и дизайн внимания заслуживает, и технологически модель интересная. Она у нас не смонтирована, не висит, просто чтобы удобнее было все показать и рассказать. А в готовом рабочем виде она выглядит вот так. На сайте Elecor, если что, есть фотки. И немаловажно, что это российское производство, то есть вытяжка доступна в российских онлайн и офлайн магазинах без проблем, плюс гораздо проще с запчастями и сервисом сейчас. При этом в технике Elecor, благодаря тому, что марка в 2017 году стала частью большого международного бренда Franke, реализованы многие решения, технологии, разработанные в Европе. И возвращаясь к российскому производству, а у Elecor завод в Калуге, конечно, важно помнить еще о ценах. Это российское производство позволяет держать их на приемлемом уровне и избежать задержек с поставками. Это все очень важные сейчас моменты. Многие удивятся, и я каждый раз удивляюсь. Годы идут, с темой бытовая техника я работаю уже лет 15. А вопросы, зачем нужна на кухню вытяжка, действительно ли она нужна, мне все еще продолжают задавать. Отвечаю, если вы используете кухню по назначению, что называется, то есть готовите на ней еду, вытяжка точно нужна. Она не только избавляет воздух от кухонных запахов, иногда приятных, иногда не очень, но зачастую в любом случае неуместных. Не круто, когда по всей квартире пахнет даже наивкуснейшим бабушкиным борщом, как мне кажется. Сам борщ круто, а вот без запаха на всю квартиру, да еще и к соседям долетает, явно можно обойтись. А запахи, кстати, еще одеждой отлично впитываются. Но, повторюсь, не только в запахах кухонных дело. На мой взгляд, главное это то, что вытяжка спасает кухню от жира, сажи, испарений, которые при готовке, обычное дело. Все это разлетается, жир оседает где ни попадя, на мебели, на оконных стеклах, на занавесках, на стенах, на потолке. Испарение повышает влажность, что вообще-то не очень окей для мебели. Плюс мы все это вдыхаем же. Новая кухня без вытяжки, если активно на ней готовить, а часто это так, семья, дети, за примерно год уже потеряет свой лоск и новый выглядеть перестанет. Оттирать все это с ума сойдешь. Именно вытяжка тут реально помогает, во многом избавляя от частиц жира, испарений и, опять же, кухонных запахов. Еще один важный момент — освещение рабочей зоны кухни. Согласитесь, гораздо комфортнее, когда оно есть, чем когда приходится обходиться каким-то общим кухонным освещением. Современная вытяжка как раз его обеспечивает. В случае с Rubin Ceramics рабочую зону освещают два LED-светильника с длительным рабочим ресурсом и хорошей яркостью. Что интересно, теплота освещения здесь 4000 кельвинов. И это оптимальное значение для, скажем так, зрительного восприятия пищи, которую вы готовите. То есть речь о дополнительном комфорте во время готовки. Без пересвета все хорошо видно, не устают глаза. Вытяжка всегда на виду, и она должна вписываться в кухонный интерьер. Именно по этому параметру ее и подбирают изначально, что логично. И очень круто, что дизайн тут прокачали под современные тренды. Вот эта керамическая панель впереди, обратили, наверное, внимание на нее, да? В нашем случае это такой светлый беж, самое то для кухонь в светлых тонах. Причем
Это модный керамогранит, так что выглядит довольно необычно, так лофтово слегка. Плюс такая панель, она устойчива к механическим повреждениям. Ну, специально царапать или там стучать по ней не надо, конечно. Колебания температуры и повышенную влажность она тоже хорошо переносит. Вообще, эта вытяжка есть в 4 вариантах. Цвет керамической панели можно выбрать. Как вам дизайн? Пишите в комментариях. Бороться с жиром, испарениями и запахами вытяжка может благодаря мотору, который обеспечивает воздушный поток и системе фильтров. Воздух втягивается внутрь вытяжки. В случае с Rubin Ceramics это происходит вот по периметру, что дает больше охват, и в итоге вся варочная поверхность у вас контролируется. Все, что на ней происходит. В данном случае в вытяжках Helicore Rubin Ceramics установлен итальянский мотор S4. Это вот как раз результат внедрения европейских разработок концерна Franke. И этот мотор, он обеспечивает максимум по воздухопроизводительности 700 кубометров в час. Что это означает? Все просто. За час, работая с максимальной интенсивностью, вытяжка способна обработать, то есть вывести из кухни в вентиляционную шахту 700 кубометров воздуха. Есть еще другой режим работы, не вывод в вентиляцию воздуха, а рециркуляция. Об этом мы еще поговорим далее. Эта вытяжка рассчитана на кухню площадью до 30 квадратных метров. И вот я сейчас уже включил вытяжку, и как слышите, как видите, слышите, она не мешает мне говорить, не мешает работе. То есть действительно, на первой скорости она малошумная. Давайте посмотрим, что дальше будет. Это вторая скорость. Но тоже не скажу, что я прямо глохну. Третья. Вот тут уже немножко чувствительней. И максимум. Это вот 700 кубометров в час производительность и максимальная мощность. Слушайте, тоже я не глохну. Конечно, сюда добавится еще шум воздуха, который будет дальше уходить вот по трубе, да, в вентиляцию. Но все равно не глохнешь от работы этой вытяжки. А бывает, что вытяжки очень громко работают, и поэтому ими как-то люди не пользуются практически. Нет, здесь с этим все, в общем, вполне нормально. Важный момент. Чтобы правильно рассчитать производительность вытяжки при покупке, нужно объем кухни умножить на 10, потому что по нормам Санпин воздуху в помещении желательно полностью обновляться 10 раз за час. К этому произведению прибавляете еще 15%. Это сопротивление вентиляционной шахты, скажем так, и также нужно учесть небольшое сопротивление фильтров, особенно угольных, если используете режим рециркуляции. Объем, если кто забыл, это тоже произведение длины, ширины и высоты. То есть, если у вас длина кухни 3 метра, ширина 4, а потолки 2,7 метра, то мы 3 умножаем на 4 и на 2,7. Что получилось, умножаем еще на 10 и прибавляем 15% от полученного. Итого 372,6 кубометров в час. Этой производительности для такой небольшой кухни будет достаточно. Если будет запас по производительности, это не обязательно, но неплохо. Вытяжка быстрее справится, особенно в случаях, когда готовка, такая очень интенсивная, что-то пригорело и вот это вот все. Плюс можно не включать ее на максимум, но она все равно быстро очистит воздух и при этом не сильно будет шуметь, раз скорость работы не самая высокая. У Rubin Ceramics 4 скорости работы. Это дает хорошую такую вариативность и подстройку под разную интенсивность готовки. Причем тут предусмотрен еще таймер остаточного хода. При его активации вытяжка проработает еще 15 минут и автоматически выключится. Не нужно ждать, не забудете ее выключить, но при этом все кухонные испарения точно уйдут. У этой вытяжки два основных режима работы. Это отвод воздуха и рециркуляция. В первом случае воздух по классике отводится в вентиляционную шахту, в короб труба вставляется и дальше он уходит. Иногда бывает так, что вентиляционная шахта в нерабочем состоянии или вообще нет ее. Тогда
но это больше для частных домов актуально, можно сделать отдельный вент-канал, через стену, сразу на улицу. Классика для квартиры — именно отвод воздуха, вентиляцию. Важно, что в режиме отвода воздуха вытяжка обеспечивает максимально эффективную очистку воздуха. То есть практически полное удаление жира, сажи, запахов, испарений. И способна работать с максимальной производительностью, на которую и рассчитан мотор. Но требуется монтаж вытяжного рукава, плюс происходит некоторое изменение температуры воздуха в помещении. Теплый зимой или прохладный от кондиционера летом, он же выводится из помещения, поэтому и температура меняется. Это что касается минусов. И совет: по возможности соединительную трубу, по которой воздух пойдет в вентиляцию в режиме отвода, лучше использовать пластиковую. Главным образом из-за шума. Его меньше, чем в случае с трубой металлической. Рециркуляция. Этот режим можно использовать, если совсем никак и никуда не вывести грязный воздух. Ни в существующую вентиляцию, ни сделать отдельный вент-канал нельзя. Такие ситуации бывают. Например, ремонт уже сделан и проблематично тянуть вытяжной рукав куда-то. Или вентиляция вообще замурована зачем-то. В этом случае вытяжка может очищать воздух и возвращать его в помещение. Вообще, режимы отвода воздуха и рециркуляции, они есть в большинстве современных бытовых вытяжек. И во всех моделях Elecor тоже, если что. Плюсы рециркуляции: не нужен монтаж этого вытяжного рукава, нет потери температуры воздуха, не нужно открывать окно. Но эффективность очистки воздуха может быть несколько ниже, особенно это касается запахов. Производительность, скорость очистки тоже пониже на 20-30%. И нужно отдельно покупать и устанавливать угольный фильтр, которого, как правило, нет в комплекте поставки вытяжки. Если вытяжка работает в режиме отвода воздуха, то значение имеет только один фильтр, металлический, жироулавливающий. Вот так он выглядит. Он всегда есть в комплекте поставки вытяжки. У Rubin Ceramics это алюминиевый фильтр, который бережет мотор, турбину, другие внутренние узлы вытяжки от попадания жира. Без такого фильтра мотор может быстро выйти из строя. Плюс от жира защищен также вентиляционный рукав и вентиляционная шахта дома, что тоже важно. Этот фильтр имеет несколько слоев, своего рода такая сетка, перфорированный алюминий, и он будет работать весь срок службы вытяжки, но его нужно регулярно промывать, освобождая от накопившегося жира. Если этого не делать, налет жировой он въестся, и эстетика потеряется, да и эффективность фильтра снизится. Просто используйте мягкую губку и стандартное моющее средство, но без щелочей кислот. Можно, кстати, в посудомоечной машине его тоже мыть. Для работы в режиме рециркуляции придется докупать еще угольный фильтр и использовать его вместе с жироулавливающим. Гранулы активированного угля, они поглощают запахи и делают воздух чище. Это важно, он ведь не уйдет в вентиляционную шахту, а вернется в квартиру, останется в ней, пройдя через вытяжку. Угольный фильтр периодически требует замены. Тут, смотря насколько много вы готовите, насколько интенсивно вы используете вытяжку. Понять, когда его нужно менять, несложно. Тогда, когда работающая в режиме рециркуляции вытяжка явно перестанет справляться с запахами. Есть мнение, что раз в полгода нормально. Это если готовите час-два в день. На момент публикации видео вытяжка стоила вполне приемлемо, явно не космических денег. И я могу ее отнести к устройствам, скажем так, доступным широкому кругу пользователей. И как раз именно такая адекватная цена, плюс современные технические характеристики, плюс простота эксплуатации и интересный дизайн
подходящий для многих современных кухонных интерьеров. Это главные плюсы Elecor Rubin Ceramics S4. И я могу сказать эту фразу: да, тостер рекомендует эту вытяжку. Она норм, и ссылка на нее есть в подписи к видео. И главное, она спасет вашу кухню от преждевременного ремонта. Готовить будет комфортнее, запахов с кухни по всей квартире не будет. Вообще, польза вытяжки, она многими недооценена. Зачастую ее вешают, потому что надо, потому что у всех так, но толком не используют. А зря, устройство это очень нужное и полезное на кухне. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем, как она реально работает и чем она реально полезна. Делитесь этим видео с теми, кто выбирает вытяжку. Подписывайтесь на канал и до новых обзоров и тестов.